Друзья, привет! Сегодня будем заводить наше японское, английское чудо. Японское, потому что привык дела иметь с японскими автомобилями очень много. Для этого я подготовил аккумулятор, быстрый старт. Там кое-что сделал по проводке в замке, потому что нет ключа. Сейчас давайте посмотрим, что здесь у нас по жидкостям. Радиатор полный. В радиаторе антифриз, либо может быть тосол, поскольку машина ехала через всю Россию много лет назад. Масло прозрачное, на удивление. Сейчас посмотрим уровень. Уровень на минимуме, но для первого запуска нам будет достаточно. Конечно, можно усомниться в качестве масла. Желательно его поменять, но это мы будем делать не сейчас. Ну, тормозную жидкость ее видно, она присутствует. Масло, антифриз есть. Я думаю, что этого нам будет достаточно. Ставим аккумулятор. Воздушный фильтр напоминает, ну, я не знаю, такое нечто закоксованное. Его желательно снять полностью, чтобы добраться до карбюратора или впрыска, что там стоит. Может быть, там моновпрыск даже стоит. Каких-то таких особенно отличающихся конструкций по двигателю, по впуску, по зажиганию относительно других автомобилей я пока не вижу. Единственное, что мне пока очень не совсем непонятно, это как заливается масло в двигатель, потому что заливной горловины как таковой нету. Есть что-то, какой-то отводящий патрубок, типа отводящих картерных газов. Вот, но я не совсем не понимаю, почему он находится сверху и куда он идет, пока непонятно. Можно с уверенностью сказать, что машина геморройная в плане ремонта пригодности. Почему? Потому что двигатель спрятан глубоко под панелью, и фактически он заходит туда в салон, стоит между пассажирами, и очень трудно туда добраться. Пока даже не представляю, как, например, открутить свечки. Возможно, придется даже поднимать кузов. Воздушный фильтр. Очень грязный. Ну, в принципе, непонятно от чего. Может быть, от какой-то мототехники подойдет в дальнейшем. Какая-то тут идет трубка типа обратки бензина. Почему-то она идет вперед. Пойду залезу вниз, посмотрю, что это такое. Похоже, это все-таки обратка. Она почему-то уходит вперед, потом разворачивается, идет назад в сторону бака. В принципе, сейчас мы это дело все снимем. Попробуем немного бензина оттуда качнуть. Посмотреть, он там есть вообще или нет. Нашел бензонасос. Он, да, как я и думал, как на российских советских автомобилях, он не имеет ручной подкачки, только с привода двигателя. Вот такая интересная крышка. Карбюратор закисший, может быть, жиклеры там все закисли тоже внутри. Не совсем понятно, есть ли там бензин или нет.
даже трубку не удалось снять. Они очень сухие, пока не буду дергать. Попробую покрутить. Залили 10 литров бензина, попробуем покрутить, посмотрим. Что самое примечательное, интересное, у автомобиля кузов пластиковый, то есть соответственно он не имеет заземленной массы. Если, то есть проводка вся выполнена с выводом отдельного плюса, отдельного минуса на каждый какой-то электрический агрегат или узел. Вот такая особенность. Ключа зажигания у нас нету, он утерян. Вот, и, ну, собственно, вот можно посмотреть. Конечно, эстеты меня, наверное, не похвалят, да, за такое расклад событий. Ну, тут в замок заходит один плюс, ну и, соответственно, идут выходы на зажигание, на стартер, на катушку, там идет какая-то подача. И еще один какой-то, ну, пока это все не соединить, он крутить не начнет. Соответственно, у нас сейчас есть зажигание, работают все приборы, работают поворотки, правда почему-то они горят на постоянку, работает свет, загорается. Ну, в общем-то, вроде бы как все работает. Вывел специально стартерные проводочки, чуть-чуть побольше удлинил, чтобы мне снаружи пробовать крутить. Ну что, попробуем покрутим. Крутит. Попробуем сейчас добавить быстрого старта и все-таки запустить двигатель. Скорее всего, бензина там нет, либо он не подается. Очень хочется понять, что у нас заводится или нет. Сигнал устроен как у газели, нажатием на рычаг. А вообще, в принципе, ковыряясь с этим автомобилем, я понимаю, что это техника из детства. Это, по сути, мотороллер с кузовом. Все это мне напоминает АКУ. Была у меня в жизни АК. Очень маленькие расстояния, очень маленькие размеры. Нигде не подлезть, не залезть. И такое ощущение, что придется все-таки скидывать кузов, как на Land Rover. Ну, в общем-то, уже чувствуется поведение типичного англичанина. Сухо. Сухо. Бензин не поступает. Так. Ну, будем искать проблему дальше. О, нашел. Так, опа. Вот она, трубка рассохлась и развалилась. Это хорошая новость и плохая. Ее сейчас быстро не починить, потому что она от самого бака отошла. Значит, на подаче карбюратору топлива не было. Снял трубку за бензонасосом, там тоже все сухо. Пошел дальше по трассе. Выяснилось, что на переходе между баком и магистралью прям рассохлась трубка и лопнула. Она просто не была вставлена. Попытался ее вставить, она оттуда из бензобака сухая просто отвалилась. Сейчас все собрал обратно. Попробуем напрямую из канистры подать магистраль. Попробуем подать топливо в двигатель. И будем надеяться, что он все-таки заведется сегодня. Все-таки не качает бензонасос. Может быть, какой-то из клапанов залип. Ну, либо что-то в этом ключе. Попробуем бензонасос заменить грушей.
наша сегодняшняя борьба прошла не безуспешно. Робин завелся, он работает. Работает, конечно, неровно, есть на то причины. Что будем делать дальше? Пока на самом деле под вопросом. Возможно, придется весь двигатель скинуть. Но здесь посмотрели мы, есть хорошая новость. Его, возможно, получится скинуть вниз, не поднимая там кузов вверх. И постараемся это сделать быстро, чтобы обслужить карбюратор, двигатель, чтобы все работало в заводском штатном режиме. Были приятные эмоции, ощущения сегодня испытаны, особенно в силу того, что все было найдено, все нюансы были раскрыты, скрыты. Борьба была такая, скажем, нелегкая. Так что давайте, ребята, уже ставьте лайки на нашем канале.